Наша работа – брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и на этом канале я делюсь своим опытом инвестирования в Польше. В одном из своих прошлых видео, в котором я рассказывал о правилах, которых я придерживаюсь в инвестициях, я говорил о том, чтобы не слушать и не придавать особого значения заявлениям и прогнозам финансовых аналитиков и большинства других публичных людей из области финансов, так как, делая те или иные заявления, часто они преследуют какие-либо свои, но уж точно не ваши цели. В сегодняшнем видео приведу пример, который хоть и не является прямым обманом, но однозначно заслуживает того, чтобы разобрать его более детально и предостеречь начинающих инвесторов от погони за сверхприбылью, а также показать, какие трюки и манипуляции используют известные люди из мира финансов для того, чтобы переложить деньги из кармана клиента в свой собственный. В качестве примера рассмотрим и проанализируем вызвавшие большой ажиотаж в 2020 и 2021 году фонды компании ARK Invest. Предполагаю, что если вы уже какое-то время интересуетесь инвестициями, то наверняка могли слышать также и об их основательнице Кэти Вуд. Кэти Вуд создала компанию ARK Invest в 2014 году. Она часто появляется в телевизоре, дает интервью на таких каналах, как CNBC и на других крупных ресурсах, посвященных инвестициям, а также является классическим примером известной медийной личности в мире финансов. Кроме этого, Кэти Вуд часто делает достаточно интересные прогнозы, на которых мы подробнее остановимся немного позже. Что касается фондов компании ARK Invest, то наиболее известным из них является фонд, нацеленный на прорывные технологии будущего под названием ARK Innovation. На данный момент в его состав входят акции таких компаний, как Tesla, Roku, Zoom, Shopify, Coinbase и другие. До 2022 года дела у фонда шли вполне неплохо, и по итогам первых 7 лет, в период с конца 2014 по конец 2021, ARK Invest значительно превосходил результаты индекса S&P 500, после чего рухнул более чем на 80% и теперь уже ему уступает. Если же посмотреть на результаты фонда за последние 1,5 года, то они выглядят поистине катастрофическими. От 10 тысяч долларов, вложенных в фонд в конце 2021 года, сегодня не осталось бы и 3000. Но интересно скорее не это, тем более справедливости ради стоит сказать, что риски подробно описаны на сайте компании. Намного более интересны в этой ситуации выглядят высказывания и прогнозы как самой Кэти Вуд, так и прогнозы, размещенные на сайте ARK Invest. А еще более интересны цели, ради которых эти прогнозы делаются. Но давайте обо всем по порядку. 17 декабря 2021 года на графике S&P 500 эта дата находится примерно здесь, то есть почти на самом пике рынка. На сайте ARK Invest появилась статья со следующим названием: «Инновационные акции не находятся в пузыре. Мы считаем, что они находятся на территории глубокой ценности». В самой статье отмечается, что ARK Invest ожидает, что доходность инвестиционных стратегий компании составит 30-40% годовых в ближайшие 5 лет. Тот, кто был на рынке в то время, наверняка хорошо помнит, как эта новость облетела многие финансовые ресурсы. Интересно то, что акции Tesla, которые занимают значительную часть фонда ARK Innovation, торговались в то время практически на своих ценовых максимумах, а соотношение цены к прибыли, то есть коэффициент P на E, составлял 216. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что покупка акций с таким коэффициентом является еще более рискованной затеей, чем поход в казино. Интересно также и то, что капитализация Теслы приблизительно в то же время составляла ровно столько же, сколько составляла капитализация 10 других взятых вместе крупнейших автопроизводителей в мире. И несмотря на это, именно в этот момент Кэти Вуд и ARK Invest заявили о том, что ожидают, что в ближайшие 5 лет доходность их фондов составит 30-40% годовых. Но на этом история с Теслой не закончилась, и после провального для фондов Кэти Вуд 2022 года в апреле 2023 на сайте компании появился прогноз о том, что ARK Invest ожидает, что к 2027 году стоимость акций Tesla вырастет до $2000. Давайте проверим, насколько это заявление реалистично хотя бы в теории. Так, на сайте companiesmarketcap.com можно в одной таблице посмотреть капитализацию драгоценных металлов крупнейших в мире компаний, криптовалют и ETF. Как видно, капитализация Tesla на сегодняшний день составляет 520 миллиардов долларов. Учитывая то, что на момент подготовки материала к этому видео стоимость одной акции составляет $164,
то путем несложных расчетов можно узнать, что при стоимости одной акции в $2000 капитализация Теслы составит приблизительно 6 триллионов и 340 миллиардов долларов. Для сравнения, эта сумма равна примерно половине стоимости всего имеющегося на Земле золота или суммарно капитализации почти трех вместе взятых крупнейших компаний в мире. Если же учесть, что коэффициент P на E у Теслы по-прежнему является сильно завышенным относительно рынка в целом, то такой прогноз, мягко говоря, и вовсе выглядит оторванным от реальности. Кроме этого, Кэти Вуд ожидает, что, к примеру, акции Zoom уже в 2026 году будут стоить $1500. Сейчас они, к слову, стоят чуть более 60. Если вам вдруг показалось, что такие прогнозы – это явный перебор, то это далеко не так. Еще более интересным выглядит прогноз по биткоину. В документе под названием «Большие идеи 2023» ARK Invest ожидает, что к 2030 году стоимость одного биткоина может составить 1 миллион 480 тысяч долларов. Возвращаясь к сайту, о котором шла речь ранее, можно посчитать, что при такой цене биткоина его капитализация составит более 28,5 триллионов долларов. На сегодняшний день это более чем в 2 раза больше, чем капитализация всего имеющегося на Земле золота, или в 10,5 раз больше, чем капитализация крупнейшей в мире компании, которой на данный момент является Apple. А сейчас самый главный вопрос этого видео. Что заставляет Кэти Вуд и принадлежащую ей компанию ARK Invest делать подобные прогнозы? Может быть искренняя вера в гений Илона Маска, а может в то, что биткоин станет новой мировой валютой? Возможно, но скорее всего все намного более банально. Ответ кроется в комиссиях, которые являются основным источником заработка ARK Invest и, соответственно, Кэти Вуд. Большинство фондов ARK Invest взимает ежегодную комиссию за управление в размере 0,75%, что является очень высоким показателем по сравнению, к примеру, с пассивными индексными фондами. Кроме этого, некоторое время назад ARK Invest заключила партнерство с компанией Eaglebrook и начала предоставлять для клиентов услуги по покупке и хранению биткоина и эфириума с комиссией в размере 1,7% в год. Ради интереса я не поленился и посчитал, что если вдруг стоимость биткоина, как предполагается в прогнозах ARK Invest, достигнет 1 миллиона 480 тысяч долларов к 2030 году, то за это время инвестор заплатит более 85 тысяч долларов комиссии, а его 1 целый биткоин превратится в 0,87 биткоина. Наша работа – брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман. Обращу внимание, что эти расчеты я привел не для того, чтобы заинтересовать кого-то покупкой криптовалюты. Это лишь пример того, как коварна бывает финансовая индустрия и что инвестору всегда необходимо быть начеку и не поддаваться на многообещающие прогнозы известных людей, в том числе из мира финансов. Истинные мотивы, как правило, намного проще, а цели тех, кто их озвучивает, в большинстве случаев часто сильно отличаются от ваших. Отмечу также, что Кэти Вуд и ее компания ARK Invest была использована в этом видео исключительно в качестве примера. Скорее всего, на своем инвестиционном пути вы еще не раз встретитесь с теми, кто своими громкими заявлениями и прогнозами попытается завлечь вас в различного рода сомнительные инвестиции. Заметьте, что серьезные инвесторы вроде Уоррена Баффета, Чарли Мангера, Питера Линча или других никогда не делали и не делают каких-либо громких прогнозов. Они прекрасно знают, что рынок непредсказуем, и сами неоднократно допускали ошибки, и поэтому никогда не кричат о том, что какие-либо акции всего за пару лет вырастут на сотни или тысячи %, не говоря уже о биткоине, будущее которого выглядит еще более непредсказуемым. Любые же прогнозы наподобие тех, которые были озвучены в этом видео, чаще всего являются обычной манипуляцией, призванной вызвать у людей чувство жадности и заставить вложить деньги в сомнительные предприятия. А ключевой целью владельцев таких фондов является то, чтобы любыми способами привлечь максимальное количество новых инвесторов и по максимуму удержать старых, вселив в них надежду, что осталось совсем немного подождать и очень скоро они станут сказочно богатыми. Истинная же цель заключается в том, чтобы заработать на комиссиях, какими бы абсурдными ни выглядели заявления и какими бы убедительными ни казались документы, опубликованные на официальных сайтах компаний. Часто банальный здравый смысл может подсказать, что здесь что-то не так. К сожалению, чувство жадности и желание легких денег часто преобладает над разумом, и даже после неудачного для ARK Invest 2022 года
Активы под управлением этой компании составляют более 14 миллиардов долларов. Подобные фонды и их яркие лидеры были в прошлом, и наверняка вам предстоит встретиться с ними в будущем. Моя же цель при создании этого видео была в том, чтобы показать, что всегда стоит тщательно проверять то, во что вкладываются деньги, и с опаской относиться к любого рода обещаниям доходности выше средней по рынку. Тем более, что при более тщательном анализе такие прогнозы часто выглядят малореальными даже в теории. А на этом у меня все. Надеюсь, что это видео было полезным. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео.